Ну, наконец-таки, разработчики выпускают новое обновление для CS2, в котором не поленились описать, что там нового. Весит оно 279 мегабайт и раскрывает будущие манипуляции с игрой. Так что приготовились внимательно слушать, смотрим спонсора и погнали. Нечем похвастаться перед одногруппниками или одноклассниками? Тогда бегом на Hellstore выигрывать топовые скины. И на выбор у вас несколько режимов. А это классик, где закидываешь скины в общак, и чем больше закинешь, тем выше шанс выигрыша. Или всеми любимый Coin Flip, где ты 1 на 1 сражаешься за право забрать весь куш. Или колесо, где выбиваешь значение и ждешь победного прокрута. И новиночка Crash, в котором делаешь ставку, если линия прошла твое значение, ты в шоколаде. Ну а если не понравился выбитый скин, всегда можно его проапгрейдить. На сайте также, выполняя несложные задания, можно забрать приз дня. А при пополнении, если используешь мой промокод, то получишь $2 на баланс. Ну что же, на выходных выходили две безымянные обновы для CS2, причины которых я рассказывал в последнем ролике. Обязательно посмотри, чтобы понимать, в чем соль. Так вот, сейчас эти изменения начинают приносить потихоньку плоды. В сегодняшнем же обновлении большую часть посвятили графике, которая то и дело имела кучу проблем, начиная от сброса масштабирования изображения и заканчивая сползанием координат нормал текстуры. Да и в целом подтянули рендеринг и не забыли упомянуть, что пофиксили компиляцию света на картах, о которой я уже говорил. Также добавили возможность применять цветокоррекцию альбедо к текстурам растительности, дабы более реалистичней передавать цвета. И, конечно же, добавили новое уведомление при входе в игру о нехватке памяти или при ограниченном размере файла подкачки. То есть теперь, если игра считает, что вам мало памяти, она вас обязательно об этом предупредит, сказав, что если не хватает, могут возникнуть проблемы. Тем самым виноваты вы и ваше железо. А игра-то вообще топчик и на высоте, и вообще бомж, купи новый компьютер. Ну и разумеется, пофиксили два бага в интерфейсе игры. Первый — это, разумеется, анимированные аватарки, а второй касается сбоев работы меню при попытке выделить несколько предметов, которые вы хотели достать из хранилища. Ну а теперь же плавненько переходим к утечкам и последствиям тех самых обновлений, которые были в выходные. Разработчики начали переписывать некоторые участки кода, которые отвечали за саптик, добавляя при этом, скажем так, дополнительные модули для улучшения его работы. Да и в целом такое ощущение, что они на данный момент экспериментируют с уроном. А если быть точнее, то хотят максимально ускорить процесс получения информации об уроне от клиента к серверу, благодаря чему многие вещи касаемо урона, которые работали только в серверной части кода, теперь работают и в клиентской. Ну а также добавили загадочный предсказатель, скажем так, урона, который, по идее, должен в будущем максимально минимизировать случаи, когда вы стреляете по игроку, но он урона не получал. И если у разработчиков данная затея выгорит, мы получим наконец-таки нормальный экспириенс от игры. Ну и напоследок, зачастую, когда разработчики пытаются что-то мутить с графикой и уведомлениями по типу нехватки оперативы, всегда случается какой-то баг. Так что если вдруг у вас начало крашить игру, не волнуйтесь и просто дождитесь фиксов. А на этом у меня все. Всем огромнейшее спасибо за просмотр. Всем пока и удачи!